Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Жонатан. У нас конец ноября, и наступило самое время снимать с осадка наше вино из винограда. Друзья, сегодня вы увидите, как я снимаю вино с осадка, каким способом, зачем мы это делаем и сколько раз нужно снять наше вино с осадка перед длительной выдержкой. В качестве образца у нас белое вино из винограда Рислинг. После бурного брожения оно было перелито в бутыль, поставлен гидрозатвор, и на тихом дображивании оно у нас было где-то 1,5 месяца. Вино уже начало осветляться, и пришло самое время для того, чтобы первый раз снять его с осадка. Вот наш образец, с которым мы будем сегодня работать. Значит, 19-литровый бутыль. Вино уже, как я сказал, начало осветляться потихоньку. Вы видите, на дне у нас присутствует осадок. И для того, чтобы умершие дрожжи не испортили нам вино, нам нужно снять его с осадка. Это не один экземпляр нашего вина. Тут у нас еще есть вот 2 бутыля. Тоже белое вино. Из винограда Лианка. Молдавский сорт винограда. Винный сорт. Очень хороший для виноделия. Его тоже скоро будем снимать с осадка. Из этого винограда я уже неоднократно делал вино. Очень вкусное, ароматное. Так що, як у нас кажуть, запрошую на дегустацию. Здесь у нас вот стоит чача в 2 бочечках. Это дубовая бочка, это бочка из ясеня. Из ясеня уже чача стоит 1,5 месяца. Я думаю, скоро мы будем снимать пробу. Дубовая где-то месяц на выдержке. Кому интересно, в описании есть ссылки на видео, как я делаю чачу из винограда, как я делаю чачу из виноградных выжимок. Заходите, смотрите. Для чего нам нужно снять наше вино с осадка? В процессе брожения наши дрожжи вырабатывают спирт. И по мере накопления спирта в нашем вине дрожжи начинают отмирать и выпадать в осадок. И для того, чтобы наши умершие дрожжи не испортили нам аромат и вкус нашего вина, нам периодически нужно снимать наше вино с дрожжевого осадка. Какие сроки и сколько раз нужно снять наше молодое вино с осадка перед длительной выдержкой? Я снимаю первый раз где-то, наверное, месяца через 1,5 после окончания бурного брожения. Это конец ноября. Начало декабря, в зависимости от срока сбора урожая и окончания фазы активного брожения. Второй раз я снимаю, наверное, месяца через 2-2,5. Это, в принципе, конец декабря и весь январь. И третий раз, опять через 2-2,5 месяца, это конец марта, начало апреля. После этого, после этих 3 снятий с осадка, я отправляю красное вино на выдержку в дубовую бочку. Белое же можно, в принципе, разливать по бутылкам. Если у нас нет мутноватости или стойких коллоидных помутнений. Что это такое? Ничто нас так не настораживает, как какая-нибудь муть в нашем белом вине. Оно должно быть абсолютно прозрачным. Как этого добиться? Или же длительной выдержкой, когда наши частички дрожжей постепенно выпадают в осадок и тем самым осветляется наше вино. Или же можно использовать разные компоненты для осветления вина. Я использую обычный пищевой желатин, и пробовал использовать бентонит, бентонитовую глину, но результат меня почему-то не очень порадовал. Так что в своей практике я использую в основном желатин. Он себя очень хорошо зарекомендовал. Вино становится прозрачным, абсолютно кристально чистым. И его приятно пить и презентовать друзьям.
Для снятия вина с осадка я использую вот такое вот нехитрое приспособление. Это кусок пластиковой трубки. Не очень жесткой, но и не очень гибкой. И кусок силиконового шланга. Значит, для снятия вина с осадка мы снимаем наш гидрозатвор. Берем чистый бутыль. Соединяем нашу силиконовую трубку с пластиковой. И вот таким вот нехитрым способом начинаем переливку нашего белого вина. Пластиковая трубка нам нужна, чтобы мы могли четко рассчитать, где находится наш осадок, подвести к нему трубочку и не захватить его. Вот я опускаю нашу трубку почти к самому дну. И очень удобно вы видите, можно регулировать высоту, потому что силиконовая трубка имеет свойство скручиваться, постоянно зацепаться за стенки нашего сосуда, и не очень удобно с ней работать. Маленькая рекомендация при переливке. Когда вы переливаете наше молодое вино, особенно это касается белых вин, старайтесь как ближе приставить трубку нашу к стенке, чтобы вино наше не пенилось и наше вино не, по минимуму контактировало с кислородом. Это касается особенно белых вин, так как при переливках оно особенно окисляется. В идеале нужно использовать, конечно, закрытые переливки, но у меня еще такой технологии нет. Это надо емкости с плавающими крышками, специальные насосы. И без доступа кислорода вино переливается с одной емкости в другую. Но это уже более профессиональный подход. Я к этому только пока стремлюсь. Итак, друзья, нам необходимо, как всегда, снять небольшую пробу с нашего молодого вина. Вот какое вино у нас получилось. Это после 1,5 месяца дображивания. То есть вино абсолютно прозрачное. Результат очень даже неплохой. Итак, друзья, я перелил наше вино. Теперь нам осталось долить наше вино под горлышко для минимизации контакта с кислородом и вновь установить гидрозатвор. Для таких целей я использую вот такие вот пластиковые бутылки. Если у вас бутылка не полная, мы просто сжимаем ее, дабы исключить контакт с кислородом. И такие бутылочки потом используем для доливки наших больших бутылей недостающим вином. Так как при каждой переливке количество вина у нас уменьшается на количество осадка. Мы доливаем бутыль фактически под самый гидрозатвор, оставляем буквально совсем чуть-чуть пространства незаполненного. Бутылку вновь сжимаем, чтобы вышел весь кислород, и плотно закручиваем. Вот так. Все.
Это опять у нас пойдет на долив при следующей переливке. Очень удобно пользоваться такими вот пластиковыми бутылками. Пока я закрою вино. Теперь нам можно установить гидрозатвор, но перед этим нам нужно залить в него свежий раствор пиросульфита, который является дезинфектором. Я его использую для обработки нашей посуды и заливаю также в гидрозатворы. Вот такой вот уровень я выставляю. Значит, ставим вино на постоянное место, где оно у нас будет находиться. Вот здесь. И теперь можно установить наш гидрозатвор. Все. Гидрозатвор установлен. И теперь вино пускай ждет очередной переливки. Вот таким вот образом я снимаю с осадка свои вина. Теперь нам осталось в качестве противоядия от этого клятого коронавируса попробовать наше молодое вино и пожелать вам здоровья и долголетия. Ваше здоровье. Хорошо. Кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч! Хорошо.